Всем привет! Оз на связи, Королевство 1391. И в этом видео мы разберем одну очень интересную битву. Во время последнего КВК один из наших топ игроков Евгений, который играет под никнеймом Швед, решил сделать очень важный стратегический ход. Как я говорил в одном из своих видео, у нас в королевстве произошла заварушка с Королевским альянсом. Итог: они обнулили замок Шведа, но вот какой ценой, я вам сейчас и покажу. Видео нужно будет досмотреть до конца, потому что в конце видео я придумал для вас небольшое развлечение, но обо всем по порядку. А теперь усаживайтесь поудобнее, налейте чайку, затяните сладких плюшек и погнали. Итак, как я уже говорил, случилось это после того, как закончился последний КВК и наш игрок принял решение остаться без щита. Атаки не заставили себя долго ждать. И хотелось бы отметить, что замок Шведа был принудительно телепортирован с помощью королевского навыка. Видимо, ребята из ВПА, это Королевский альянс из 1391, испугались подкреплений и решили принудительно телепортнуть замок Шведа. Давайте откроем историю сражений нашего альянса и посмотрим, как же проходила эта битва. Началось все вот с этой неудачной атаки, и дальше проследовал ряд поражений. И давайте проведем небольшой соревновательный анализ. Итак, учитывая то, что результат был достигнут и все войска в замке Шведа были убиты, ВПА получает 1 балл. ВПА 1, Швед 0. Ну а теперь переходим к самому вкусному. Разберем отчеты и посмотрим на потери солдат с обеих сторон. Погнали! Итак, первый отчет, и здесь мы видим, что нападающие теряют 4 234 000 солдат, швед теряет 1 700 000 и 2 900 забивают палатки до отказа. И здесь я немножко заморочился и решил посчитать, сколько же элитных войск потеряли нападающие. И потерял швед, то есть мы будем считать 13-е войска Верховного Легиона и с той стороны. И в итоге мы подсчитаем общее количество убитых. Итак, с первого сбора ВПА потеряли 468 900 элитных войск. Швед же потерял около 800. Смотрим следующий отчет. И здесь нападающий был уже сильнее, чем предыдущий. В итоге мы видим 3 600 000 потерь со стороны атаки и 7 300 000 со стороны защиты. Я займусь подсчетом, а вы смотрите. Итак, второй сбор, и мы имеем 382 500 потерь элитных войск со стороны атаки и 115 400 со стороны защиты. Едем дальше. Третий сбор без результата. И тут мы видим, что потери у шведа всего 3 800 000, а у нападающего 4 400 000. И в этом сборе ребята из ВПА опять потеряли много элитных войск. Смотрите на Беллу, она теряет 157 000 в этом сборе. Итого 632 900 солдат элитных потеряны в ВПА, и всего-навсего 66 700 это швед. Четвертый сбор в атаке гангстер, и он не наносит существенного урона шведу. Общие потери со стороны нападения 4 400 и всего лишь 1 800 со стороны обороны. По элитным войскам швед теряет 32 000. А вот это уже серьезная атака. Белла во главе сбора, и они убивают 8 лямов солдат. В ответ швед отправляет в могилу 4,6. По элитным войскам разбег почти в 2 раза и опять в пользу шведа. 442 косаря у ВПА против 210 000 у шведа. И вновь гангстер. И очередное поражение. Соотношение потерь на ваших экранах. И вновь ВПА теряют 188 000 элитных войск против 42 000 у шведа. Смотрим дальше. И вновь защита удалась. И опять потерь больше, чем у шведа. У шведа еще 100 миллионов солдат в замке. И в этой битве элитным войскам ВПА неплохо досталось. 589 000 отправились в могилу. В то время как у шведа пали всего лишь 183 000. Следующий, уже 8-й по счету сбор. И за дело берется Фут. Но вновь поражение. В этот раз 4600 против 6900. И пробежимся по элитным войскам. 500 000 против 260 000, и у шведа уже не осталось паладинов и пострадали 100 000 слонов. Это говорит о том, что в следующих отчетах его здоровье будет уменьшаться. Итак, 9-й сбор и очередная победа шведа. И в этом бою уже у многих игроков ВПА нет в походах 13-х солдат. Либо они решили их сохранить и просто оставили их дома, или они просто уже все умерли. Итак, в результате этого боя шведа погибает 146 косарей элитных войск, у ВПА же теряет 341 000. Швед остается без слонов. Смотрим 10-й сбор, и вот она Белла. И здесь потери почти на равных, по 5 с лишним миллионов. И здоровье шведа падает вниз, потому что слоны умерли в предыдущем бою. И мои слова подтверждаются, некоторые игроки ВПА в походах уже без 13-х войск. И здесь 227 000 элитных войск против 143 000 у шведа. И швед начинает терять грифонов. Это последний вид войск Верховного Легиона, которые остались у него в замке.
11-й сбор и очередная победа шведа. В этом бою уже больше, чем у половины игроков ВПА нет в походах 13-х солдат. Я больше чем уверен, что их нет и в замках. Горы трупов лежат у ворот замка шведа. Итак, этот сбор уносит с собой 235 тысяч элитки у ВПА и всего лишь 62 тысячи у шведа. Следующий, 13-й отчет. Опять ВПА терпит неудачу, но защита шведа становится слабее с каждым ударом, и в этом бою он теряет 175 тысяч грифонов, а ребята из ВПА теряют 312 тысяч 13-х солдат. Стоит отметить Беллу, которая в этом бою потеряла 178 тысяч грифонов. 13-й сбор и вновь победа шведа. В этом бою ВПА теряют 377 тысяч, и вновь отличилась Белла, потеряв почти 200 тысяч элитных войск. Швед теряет 124 тысячи, а битва продолжается. Стоит выразить респект за упорство альянсу ВПА. А на подходе 14-й сбор, и здесь мы видим очередное поражение. Бедный гангстер. Как же он хотел быть крутым, но увы. Он во второй раз вдребезги разбивается об шведа, убив всего лишь 1,5 миллиона солдат. 394 тысячи элитных войск умерло у ВПА и 54 тысячи у шведа. И вот наконец-то с 15-й атаки ВПА выигрывает битву. Войска обороны редеют, но не сдаются. И в этой битве ВПА теряет 230 тысяч элитных солдат, а швед 285. И это первое сражение, где швед теряет больше элитки, чем нападающий. И как мы видим, в замке остается всего 63 тысячи грифонов. 16-й сбор, и здесь уже уверенная победа Беллы и компании. Они убивают 12,6 миллионов войск. После этого сбора у ВПА потери всего 140 тысяч. Но это потому, что в походах почти всех игроков нет ни одного 13-го солдата, а швед теряет последние 63 тысячи грифонов. И вот 17-й сбор, здесь уже становится смешно. Бедный гангстер, как же он хотел быть крутым, но нет. Он в очередной раз проигрывает битву, убив всего лишь 1,6 миллионов солдат. ВПА хоронят еще 117 тысяч элитки, и это при том, что в замке у шведа остаются только пехотинцы и кони. Смотрите внимательно, 9-я и 11-я пехота отлично отрабатывают в обороне. И вновь неудачная осада. Что же вы, ребята, как так можно? Уже 18-й сбор, а в замке у шведа 9-я, 10-я, 11-я, 12-я пехота и 10-я и 11-я кавалерия. Но это не мешает ему убить еще 247 тысяч 13-х солдат. 19-й сбор. Победа ВПА. Швед все еще убивает Верховный легион врага, и в этом бою в гроб легли 131 тысяча. Смотрим детали битвы со стороны обороны. Уже и ловушек почти не осталось в замке. 20-й сбор. Защита прошла неудачно. В замке все еще остаются солдаты, 24 миллиона. Но и в могилу отправляется 197 тысяч элитных войск со стороны ВПА. 21-й сбор и очередная победа ВПА, но не такая уверенная, как предыдущая. В замке остается 20 лямов солдат, а в гроб отлетает 151 тысяча 13-х солдат врага. А в замке шведа осталось всего 4 вида войск. 22-я атака и походы ВПА настолько прохудились, что в них нет 13-х войск. Всего 95 тысяч умирают после этой битвы, и это в основном войска топ игроков. И вот 23-й сбор, потери ВПА уже маленькие, и дело идет к завершению битвы. Потери элитных войск составляют всего 19 тысяч. Ну и последняя, 24-я атака, и швед повержен. Всего 187 тысяч потерь у ВПА, из них 4 тысячи это элитные войска. И если внимательно посмотреть на походы, то можно увидеть, что элитные войска в поход отправили только 3 или 4 игрока. Итак, давайте подведем итоги. Мы имеем 24 атаки сбором, из них 16 выиграл швед, а 8 раз победили ВПА. За это швед заслуженно получает 1 балл, и счет становится 1-1. Как я уже говорил, я очень заморочился и подсчитал все потери в этой битве, руководствуясь данными из отчетов. Это значит, что я учитывал войска только в потерях, раненые войска я не учитывал. А также, если игроки ВПА не успевали вовремя лечиться, то у них были еще дополнительные потери. Итак, исходя из моих подсчетов, ВПА загнали в могилу 126 миллионов 520 тысяч 573 солдата, а швед положил 96 миллионов 412 тысяч 927 солдат. И здесь ВПА получает еще 1 балл. Счет становится 2-1 в пользу ВПА. Точно так же я подсчитал соотношение убитых войск Верховного легиона, то есть Т-13 войск. Итак, швед потерял 1 миллион 969 тысяч 230 солдат, а ВПА потеряли 6 миллионов 768 тысяч 453 солдата, что почти в 3,5 раза больше, чем у шведа. И здесь швед уверенно получает балл, и счет становится 2-2.
Ну и напоследок скрин с башни изгнанников. Жаль, что сохранился только топ-10, и мы не знаем, сколько потратили другие игроки. Но даже отсюда мы видим, что швед потратил 504 свечи и вернул основную часть солдат. А вот ребятам из ВПА пришлось потратить 3380 свечей, и это только те, кого мы можем видеть на этом скрине. Думаю, шведу можно уверенно начислить 1 балл, и счет становится 2-3 в пользу шведа. Вот такие вот страсти происходят в нашем королевстве. Пишите в комментариях, кто же победил в этом мощном противостоянии по вашему мнению. Нам очень интересно ваше мнение, поэтому пишем и еще раз пишем. Ну а я, как и обещал, приготовил небольшое развлечение для вас, мои дорогие зрители. Этого видео бы не было, если бы ребята из VPA не решили похвастаться этой сомнительной победой. В общем, в YouTube появилось вот это видео с таким пафосным названием «Обнуление замка в 1 миллиард силы в королевстве 1391». Ссылка на него будет в описании. И все бы ничего, но это видео настолько убогое и настолько отвратительного качества и показывает нам всего лишь одну сторону монеты. Так что я решил помочь автору этого видео. Итак, ребята, предлагаю навестить этот канал и кое-что сделать. Все. Прямо сейчас переходим по ссылке в описании и под этим видео оставляем комментарий. Это Photoshop, а я оператор. Ну и можете поставить оценку для этого видео на ваше усмотрение. Что ж, погнали, устроим кибератаку на этого недоблогера. Ну а я на этом прощаюсь с вами, спасибо за просмотр, не забываем оставить свое мнение об этой битве в комментарии. Кто еще не подписан, обязательно подписываемся. Ну и шлем это видео всем друзьям. Оз был на связи, всем пока.